Привет, друзья! Фридрих Мерц не просто решил сделать ужесточение миграционной политики, он переворачивает всю систему Германии с ног на голову. Канцлер Мерц закрывает границы, вводит экстренные меры, депортации проходят ускоренно, а лагеря временного содержания беженцев строятся прямо сейчас, прямо у границ. Мерц говорит: хватит, никто больше не смотрит в сторону Брюсселя, все решается именно в Берлине. Соседние страны в панике, но новый канцлер дает понять: эпоха бесконтрольного приема мигрантов закончена. И это не просто закончено, а закончено жестко и громко. Мерц использует полномочия на максимум с первого дня вступления в должность, и его поддерживает улица. Люди устали от преступности, от паралича системы, от того, что им самим не хватает места в больницах и школах. Сейчас Германия – это страна, которая больше не хочет быть гостиницей Европы. Беженцы – только с тщательной проверкой, миграция – только по правилам Мерца. Европа в шоке. В штаб-квартире Евросоюза паника, и имя этой паники, как вы понимаете, Фридрих Мерц. Он жестко действует без оглядки на Европу и ломает одно табу за другим. Для него важно навести срочно порядок в Германии. Хочу вам напомнить, что Ангела Меркель когда-то говорила: внимание, сначала Европа, потом Германия. Мерц говорит совсем наоборот и делает это с первых минут, и я бы сказал, с леденящей решимостью. Он не просто усиливает границы, как мы с вами думаем, он буквально обнуляет Шенген. Это невероятно. На переходах круглосуточно вооруженные патрули, на вокзалах появляются фильтрационные блоки. Беженцы в панике. Германия больше не открыта, как при Олафе Шольце и Меркель. Она закрывается и замыкается на ключ. Уже Брюссель отправляет ноту за нотой, требует, умоляет диалог, компромисс, общее решение. И интересно то, что в ответ гробовая тишина. Мерц как будто бы издевается, высылает сотни нелегалов прямо на территорию соседних стран. В ответ в Европарламенте звучат слова о санкциях против самой Германии. Но здесь становится даже смешно. Кто на это пойдет? Если вы не забыли, Германия – это сердце ЕС. Без нее все рушится, и Мерц это знает и давит. Ему Брюссель ставит ультиматумы, он усмехается, на него оказывают давление, а он в ответ усиливает свои действия. Сейчас в немецком Бундестаге рассматривается законопроект, который позволяет лишать убежища за малейшее нарушение. Гуманисты вообще в шоке, реалисты наоборот аплодируют стоя. Ситуация настолько быстро меняется, что внутри Европейского Союза уже нарастает мятеж. Польша, Венгрия, Италия, Австрия начинают копировать подход к Германии. Стены, депортация, квоты, фильтрация. Европа раскалывается, а Мерц, стоя на вершине нового национального курса, заявляет: мы были слишком добры, пришло время быть справедливыми. В первую очередь к своим гражданам. Это не просто слова канцлера Германии, это сигнал, что эпоха мультикультурности закончилась, и пока Европа в страхе, Германия в боевой готовности. Да, мы с вами видим, как публично они улыбаются, говорят о сотрудничестве, например, о старой дружбе Германии и Франции, но за кулисами настоящий, если так можно сказать, дипломатический ад. Мерц и Макрон сегодня антагонисты. Один технократ и прагматик, стремящийся закрыть границы и экономику, другой либеральный глобалист, защищающий идею единой Европы. Их взгляды просто-напросто несовместимы, и это чувствуется в каждом движении, даже в каждой речи, в каждом брифинге. Недавняя встреча в Париже стала шоком для всей Европы. Источники утверждают, Макрон повысил голос, а Мерц встал и демонстративно покинул переговорную комнату. Какая причина? Новый бюджет Европейского Союза. Мерц отказался оплатить, отказался делиться, отказался поддерживать то, что он называет экономическим абсурдом. И этим шагом он поставил под сомнение все, на чем раньше держалась финансовая архитектура Евросоюза. Конечно же, Макрон в бешенстве. Французская пресса пишет о предательстве века, немецкие издания о возвращении здравого смысла. Но мы с вами должны знать, что за этим конфликтом скрывается намного больше. Говорят, Франция готовит ответные меры, блокировку немецких инициатив, сворачивание совместных программ и даже отказ от ключевых оборонных соглашений. Если вы подумали, что этот сценарий катастрофы, уже нет, это реальность. Германия и Франция вместо того, чтобы вести Европу вперед, просто-напросто рвут друг друга изнутри. А что делает Мерц?
улыбается в камеру и говорит: нам нужны не друзья, а партнеры, готовы разделить с нами ответственность. Если их нет, мы идем вперед одни. Это слова лидера новой Европы, не мягкой, не дипломатичной, как при Олафе Шольце, а жесткой, прагматичной, расчетливой. Ведь Фридрих Мерц из бизнеса, и он работал в финансах в BlackRock, и Макрон это понимает, вот только у него нет ответа. А знаете почему? Потому что Германия уже не просит, Германия приказывает. То, о чем раньше шептались только в кулуарах, сегодня звучит во весь голос. Германия готовит отход от евро. Да-да, вы не ослышались. Страна, которая когда-то была главным архитектором зоны евро, теперь первой готова скинуть с себя этот балласт. Почему? Да потому что вокруг Германии слишком слабые экономики, слишком раздутый бюрократический аппарат, слишком много компромиссов и переводов ради спасения других. Мерц не хочет больше платить за всех, и он готовит альтернативу. Инсайдеры сообщают о возможности создания специальной группы при Министерстве финансов Германии. Задача – разработка сценария выхода Германии из зоны евро, если такой понадобится. Нет, это не просто теория. Уже идут закрытые совещания с крупнейшими банками страны, уже ведутся переговоры с промышленными гигантами. Германия хочет рассмотреть новый возможный сценарий, вырвать себя из клещей Европейского Центробанка. Мерц также хочет, чтобы решения принимались в Берлине, а не в Брюсселе. Он хочет ставку, курс, инфляцию и экспорт контролировать из одного центра. Немецкого. Он не верит больше в единый курс для такой разной Европы с разными экономиками. Что же будет с евро? Он уже начинает шататься. Инвесторы в панике, курсы начинают скакать, Франция и Италия требуют объяснений. Но Мерц хранит молчание. Для публики тишина, за кулисами буря. Германия может стать первой страной, которая не только пересматривает политику Европейского Союза, но и выстраивает абсолютно новую экономическую ось. С кем? С кем захочет. Азия, США, Скандинавия, все на переговорах. Это уже не слухи, это игра, ставка в которой это вся финансовая архитектура Европы. Под лежащий камень, как говорится, вода не течет. Мы с вами все знаем, что когда-то Европейский Союз казался нерушимым. Один рынок, одна валюта, один голос. Но сегодня с приходом Фридриха Мерца этот голос становится расколотым эхом. Германия с Мерцем больше не хочет быть связанной по рукам и ногам. Ни миграцией, ни беженцами, ни экономикой, ни даже политикой. И начинается все с малейших шагов, а превратится в лавину. Первое, что сделал Мерц, поставил под сомнение базовое соглашение. Он начал с дублинских правил, потом перешел к энергетическим соглашениям, а теперь угрожает сворачивать участие в ключевых фондах Евросоюза. Почему? Ответ прост. Мы платим, а в ответ получаем хаос. Это цитата. Мерц разрушает иллюзии единства, и этим он заражает другие страны. Польша, Чехия, Венгрия, даже Нидерланды, страны, которые вчера были молчаливыми наблюдателями, сегодня говорят открыто. Если Германия уйдет, мы следом. Происходит настоящий дрейф от центра. ЕС больше не выглядит как единое целое, а Мерц как человек, который нажал на кнопку запуска этой дезинтеграции. Он говорит: меньше Европы, больше Германии. И это становится новым лозунгом для целого поколения политиков. Но интересно то, что внутри самой Германии идет также поляризация. Кто-то кричит: Мерц разрушает все, что строилось 70 лет. Но миллионы других отвечают: наконец-то нашлись те, кто говорит правду. В Берлине уже тайно обсуждают национальные референдумы по разным вопросам. В новом Бундестаге первые дебаты о правах Германии в Европейском Союзе, а в Европе страх и закулисная паника. Потому что если уходит Германия, уходит абсолютно все. И вот вопрос, это конец старой Европы или начало новой, с новым центром, новым порядком, новыми лидерами, которые хотят изменений? Но пока одни спорят, Мерц действует, его каждый шаг как удар по старой конструкции, которую уже не починить. С каждым днем становится все очевиднее, Германия больше не просто страна в центре Европы, она сама центр нового политического шторма. Все, что было привычным, оно рассыпается. Евро под вопросом из-за разных уровней экономики стран. Шенген трещит вообще по швам. Всем привычная дипломатия заменилась ультиматумами, а в Берлине все чаще стали звучать слова, от которых Брюсселя сводит скулы. Немецкий суверенитет, своя валюта, жесткая политика, перезагрузка Европы. Фридрих Мерц – это уже не просто канцлер, как его предшественник Олаф Шольц. Я бы сказал, что он как политический архитектор новой реальности. Миграцию он жмет,
Париж ставит на место, евро может снести одним решением, когда придет время. И хочу заметить, что все это не если, а когда. Можно Мерца сравнивать с движением катка, и никто уже не может его остановить. Вашингтон молчит, Брюссель – паника, Восточная Европа готова повторить, а народ ликует. В соцсетях десятки тысяч постов. Мерц наш шанс, верните нам контроль и даже долой евро. Германия больше не прячется, она диктует. В прямом эфире без каких-либо дипломатических завуалирований. И самое страшное для старых элит в этом – Мерц не один. Его поддерживают крупнейшие концерны – BASF, Bayer, Siemens, Bosch, Volkswagen, BMW, Henkel и другие. Его хвалят влиятельные эксперты. И даже армия получает рекордный бюджет. Это уже не просто курс, это целая стратегическая операция по перенастройке всей архитектуры Европы. Но главный вопрос, наверное, не в Мерце, а в нас. Мы стоим на пороге новой эпохи. Это уже не ЕС из 2004 и даже не еврооптимизм из 90-х, а это 2025. И Германия говорит, мы начинаем сначала. Кто с нами, тот вперед. Кто против, сам виноват. Это уже не союз, это новый порядок. Если вам понравился мой рассказ, и если вы готовы к этой новой Европе, ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.